доброй кинематографической традиции краткое содержание предыдущей, то есть первой серии фильма. В ней рассказывалось о том, что в январе 1959 года 10 студентов Уральского политехнического института пошли в лыжный поход на Северный Урал. Конечная цель – гора Атартен. Руководил группой талантливый радиотехник, студент, выпускник радиофака УПИ Игорь Дятлов. Из Свердловска группа Дятлова добралась до Ивделя, потом до поселка Вижай. В ходе экспедиции один из ее участников, Юрий Юдин, повредил ногу и отправился домой. Оставшиеся 9 человек по графику должны были на лыжах по лесам и горам добраться до одной из красивейших вершин Урала – горы Атартен. Вернуться 12 февраля в поселок Вижай и оттуда по телеграфу сообщить в Свердловск, в турклуб УПИ, что все нормально. Маршрут в 300 километров третьей высшей категории сложности пройден. Однако в контрольный срок группа Дятлова на связь не вышла. В 20-х числах февраля были организованы крупномасштабные поиски. 4 группы пересекли маршрут дятловцев, 5-я шла по их лыжне. И 26 февраля 1959 года на безымянном тогда перевале на склоне горы 1079 была обнаружена палатка группы Дятлова. Палатка была разрезана в 2 местах. Внутри лежали лыжи, обувь и теплые вещи туристов, а их самих не было. В личных дневниках последняя запись датировалась 1 февраля. В тот же день, то есть 26 февраля, в 1,5 километрах от палатки вниз по склону, на краю леса, под большим кедром, был обнаружен потухший костер и рядом трупы 2 участников похода – Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко. Они лежали в одном нижнем белье, а вскоре на склоне горы, на расстоянии 150-200 метров друг от друга, были отысканы под снегом тела еще 3 туристов – руководителя экспедиции Игоря Дятлова, Рустема Слободина и выше всех, то есть ближе всех к палатке, лежала Зина Колмогорова. У всех 5 были признаки обморожения 3-4 степени. В поисках принимали участие студенты-туристы, военные, работники пенитенциарных учреждений Ивделя, но остальных 4 участников похода в феврале 1959-го не обнаружили. А тех, кого нашли, отвезли в Екатеринбург и похоронили на Михайловском кладбище. Произошло это 9 марта 1959 года и вызвало настоящий ажиотаж. Власти всячески пытались предотвратить массовую церемонию, но на похороны студентов пришло несколько тысяч человек. Был гнев, вызванный неизвестностью. О причинах гибели власти не сообщали. Вскрытие прошло в Ивделе в условиях повышенной секретности под охраной КГБ. Это породило множество слухов. Свердловск был взбудоражен. Похороны прошли. Игоря Дятлова, Зину Колмогорову, Рустема Слободина и Юрия Дорошенко похоронили на Михайловском кладбище. Георгия Кривонищенко, вероятно, по желанию его высокопоставленного отца, управляющего Урал-Электросетьстроем, предали земле отдельно на Ивановском кладбище. Трагедия на Северном Урале обрела мировой резонанс. А на месте трагедии, на безвестном Северном перевале, продолжились поиски оставшихся 4 пропавших туристов – Александра Колеватова, Александра Золотарева, Николая Тибо-Бриньоля и Людмилы Дубининой. И только где-то в начале мая, по-моему, это было или 4 или 5 мая, вот в районе Кедра, то есть где-то почти за 1,5 километра от палатки, из снега вышли обломанные верхушки то ли елочек, то ли сосен, сейчас не могу сказать, там я не был в это время, и по ним стало ясно, что в этом месте тоже нужно что-то искать, и когда стали копать, то под достаточно большой толщей снега обнаружили настил из лапника хвойного, а на этом настиле 4 трупа, 4 человека. И таким образом все 9 погибших были обнаружены. Тела 4 погибших, найденных 4 мая в 75 метрах от Кедра в долине реки Лозьвы, были отправлены на судмедэкспертизу. Напомним, что на телах первой 5 не было обнаружено никаких ярко выраженных увечий, только следы обморожения. По этому поводу тогда, в марте 1959-го, Государственная комиссия даже напилась от радости, дескать, замерзли и все понятно. Со 2 группой оказалось все не так ясно. Что-то я упаковывал, эксперт Ганс вскрикнул буквально нечеловеческим голосом. Ну, я подошел, действительно, он вскрыл здесь кожу, там череп сплюснутый. Второй труп тоже сплюснутый. Естественно, стал вопрос, а как это так? Я позвонил в Лозьву, где, значит, сидели за круглым столом тот же вот Иванов, прилетел прокурор-криминалист, значит, работники облисполкома, московские товарищи и прочее. Сказал, что такая не может быть, вот замерзание, как так не может быть? Ну, приезжайте, значит,
не помню, заходили ли кто-то в морг или нет, но Иванов-то заходил. Но все боялись, это тоже насторожило. Потом стояли 2 бочки со спиртом, после каждой экзекуции, так сказать, мы голые опускались в бочки со спиртом. Наводило нам, и что ж такое, никто ничего не говорит. В уголовном деле, ставшем достоянием простой гражданской общественности только 10 лет назад, есть акты судебно-медицинской экспертизы всех погибших ребят. Полностью тексты цитировать нет ни смысла, ни желания, так как ничего более циничного корреспондентам ТАУ читать не доводилось. Но принципиальные моменты мы, конечно, отметим, ибо повреждения на некоторых телах были совершенно жуткими и необъяснимыми. Из акта судебно-медицинского исследования трупа Николая Тибо-Бриньоля. Вдавленный перелом правой височно-теменной области на участке размером 9 на 7 см. Многооскольчатый перелом правой височной кости с расхождением и переходом трещины кости в переднюю черепную яму на надглазную область. В целом длина трещины в области основания черепа равна 17 см. Заключение судмедэкспертизы. На основании исследования трупа гражданина Тибо-Бриньоля считаю, что смерть его наступила в результате закрытого многооскольчатого вдавленного перелома в область свода и основания черепа с обильным кровоизлиянием под мозговые оболочки и в вещество головного мозга. Смерть Тибо-Бриньоля насильственная. Подпись «Судмедэксперт Возрожденный». Из акта судебно-медицинского исследования трупа Людмилы Дубининой. Симметричный перелом ребер. Справа 2, 3, 4 и 5. И слева 2, 3, 4, 5, 6, 7. Смерть насильственная. Судмедэксперт Возрожденный. Из акта судебно-медицинского исследования трупа Александра Золотарева. Перелом 2, 3, 4, 5 и 6 ребер справа по окологрудной и средней подмышечной линии с кровоизлиянием в прилегающие межреберные мышцы. Заключение. Смерть наступила в результате множественного перелома ребер справа, которые являются результатом воздействия большой силы на область грудной клетки в момент его падения, сдавления или отбрасывания. Смерть насильственная. Судмедэксперт Возрожденный. Именно сильные телесные повреждения на телах этих 3 погибших и являются загадкой и предметом для появления разных версий. 4-й турист, обнаруженный 4 мая 1959 года под слоем снега, Александр Колеватов особых телесных увечий не имел. Заключение судмедэкспертизы. Смерть Колеватова наступила в результате воздействия низкой температуры. Смерть насильственная. Абсолютно такие же заключения были сделаны судмедэкспертом Возрожденным и в феврале 1959 года, когда он исследовал трупы первых 5 найденных членов экспедиции. Заключение. Смерть от воздействия низкой температуры, смерть насильственная. Таким образом, из актов судебно-медицинской экспертизы, имеющихся в уголовном деле, следует, что 6 участников экспедиции просто замерзли, а 3 из погибших, Дубинина, Золотарев и Тибо-Бриньоль, перед смертью получили серьезные травмы. Некоторые просто навевают ужас. Представляете, передо мной лист, акт судебно-медицинской экспертизы трупа одного из участников. Я не буду называть фамилии, потому что не имею такого права. Язык в полости рта отсутствует. При каком это морозе язык может, исчезнуть из полости рта? При каком ушибе, если там пологие склоны? Вот надо ответить на этот вопрос. Все выше приведенные факты – это объективные данные. От них и отталкиваются все исследователи этой темы. Каждый представляет себе ту страшную ночь с 1 на 2 февраля 1959 года по-своему и делает свои выводы. Но о богатстве выбора версий чуть попозже. А сейчас еще немного реалий. В то время уголовное дело по факту гибели 9 туристов на Северном Урале вел следователь областной прокуратуры Лев Иванов. После того, как были обнаружены последние погибшие, что-то вызвало в следователе подозрения, и он отправил одежду погибших на радиологическую экспертизу. С 18 по 25 мая в радиологической лаборатории Свердловской СЭС одежда Дубининой, Тибо-Бриньоля, Колеватова и Золотарева исследовалась на содержание радиоактивных веществ. Главный радиолог Свердловска Левашов подписал такое заключение. Были проведены дозиметрические замеры одежды, при которых выявлено повышение естественного фона. Была установлена максимальная загруженность на отдельных участках одежды. Первое. Свитер коричневый, 9900 распадов в минуту, после промывки 5200. Шаровары, 5000 распадов в минуту, после промывки 2600 и так далее. Промывка проводилась в проточной холодной воде в течение 3 часов. Процент отмывки колеблется от 30 до 60.
Все эти цифры для непосвященной, технически неподготовленной публики мало что скажут. Гораздо более важны выводы эксперта. Первый. Исследованные предметы содержат радиоактивные вещества. Второй. Отдельные образцы одежды содержат несколько завышенное количество радиоактивного вещества, являющегося бета-излучением. И третий. Обнаруженные радиоактивные вещества при промывке образцов смываются, то есть вызваны не нейтронным потоком и наведенной радиоактивностью, а радиоактивным загрязнением бета-излучением. Отсутствие в то время в лаборатории соответствующих приборов и условий не позволили провести радиохимический анализ для определения химической структуры излучателя и энергии его излучения. Но и просто выявленный факт наличия бета-излучения навевает на страшные мысли, отчего порождается еще больше догадок и версий. В уголовном деле имеется диалог следователя с радиологом. Эта записанная беседа помогла кое-что понять исследователю и, думается, поможет зрителям уловить, в чем суть проблемы. Вопрос. Какова степень загрязненности объектов, исследованных вами? Ответ. Свитер коричневый имел на момент исследования 9900 распадов в минуту бета-частиц на 150 квадратных сантиметров, а после промывки в течение 3 часов в холодной воде дал 5200 распадов в минуту. Согласно существующим санитарным правилам, загрязненность с такой площади не должна превышать 5000 распадов в минуту, а после промывки должен быть лишь естественный фон. Приведенная норма для работающих с радиоактивными веществами. Вопрос. Можно ли считать, что данная одежда загрязнена радиоактивной пылью? Ответ. Да. Одежда загрязнена или радиоактивной пылью, выпавшей из атмосферы, или эта одежда была подвержена загрязнению при работе с радиоактивными веществами, или при контакте. Оно превышает существующие нормы. Вопрос. Какова могла быть степень загрязненности, если принять во внимание, что до исследования у вас они находились в проточной воде около 15 дней? Ответ. Можно полагать, что загрязненность отдельных участков одежды была во много раз большей, но надо учитывать, что одежда могла промываться неравномерно. И это тоже можно считать объективными данными, зафиксированными в протоколах. А ребят, обнаруженных в мае 1959 года под снегом в лесу, похоронили рядом с их товарищами в Свердловске на Михайловском кладбище. Продолжение темы через пару минут. 4 ребят, обнаруженных в мае 1959 года под снегом в лесу, похоронили в Свердловске на Михайловском кладбище рядом с их товарищами. В отличие от первых похорон, на сей раз все было скромно и немногочисленно. Рядом с Дятловым, Колмогоровой, Дорошенко и Слободиным предали земле Александра Колеватова, Людмилу Дубинину и Николая Тибо-Бриньоля. Самого старшего из погибших, Александра Золотарева, похоронили где-то отдельно. Быть может, в Кауровке, где он жил и работал инструктором по туризму. Зато наряду с могилами дятловцев есть еще могила некоего Виктора Никитина, который был тоже студентом УПИ, но умер в городе от воспаления легких и к северной трагедии отношения совершенно не имеет. Таким образом, сейчас за одной оградой на Михайловском кладбище покоятся 7 участников той мрачной экспедиции. Отдельно похоронены Кривонищенко и Золотарев. Но на надгробном памятнике они все вместе, в 9. Еще один вопрос, оставшийся незатронутый нами, но является он, пожалуй, самым важным, принципиальным и сенсационным. К сожалению, по этому поводу нет никаких официальных подтверждений, и все зиждется лишь на показаниях свидетелей. Зато благо этих показаний предостаточно. И не исключено, что именно в этом вопросе и кроется ключ к разгадке тайной гибели 9 студентов УПИ. Итак, вот что сообщил житель поселка Полуночного, что под Ивделем действительный член Географического общества СССР, исследователь природы Штраух. 31 марта 1959 года в 4 часа 10 минут наблюдалось следующее явление. С юго-запада на северо-восток над поселком довольно быстро прошло шаровидное светящееся тело. Светящийся диск величиной почти с полную луну, голубовато-белого цвета, был окружен большим синеватым ореолом. Временами этот ореол ярко вспыхивал, напоминая вспышки далекой молнии. Когда тело скрылось за горизонтом, небо в этом месте еще несколько минут было озарено светом. Там постоянно дежурили какие-то группы. И 31 марта одна из групп была свидетелем того, как туда, сегодня, вероятно, можно говорить о том, что туда пролетела ракета. Не в эту долину, а в эту зону. Где-то пролетела ракета рано утром, ее очень многие видели из ребят, то есть это где-то было уже время подъема. Ну и кроме, так сказать, радиограммы с полуматом, они больше ничего сделать, так сказать, не могли. Но смысл радиограммы был такой, что неужели вам мало 9 трупов, вам нужны еще. Похожие явления наблюдались местным народом и в феврале 1959 года. 17 февраля 1959 года в
В 6:40 при исполнении служебных обязанностей с южной стороны показался шар ярко-белого цвета, который постепенно окутывался густым туманом. Внутри этого облака находилась ярко-белая светящаяся точка размером со звезду. Двигалась в сторону северного направления. Шар видели в течение 8-10 минут. Подпись: военнослужащий Савкин. И еще показания очевидца-метеоролога. Начальнику Ивдельского отделения милиции 17 февраля 1959 года в 6:50 местного времени на небе появилось необычное явление – движение звезды с хвостом. Хвост похож на перистые облака. Потом эта звезда освободилась от хвоста, стала ярче всех звезд и полетела. Затем постепенно стала как бы раздуваться и образовался большой шар, окутанный дымкой, из которого начал образовываться полумесяц, а затем малый шар, такой же яркий. Большой шар постепенно стал тускнеть, стал как бы размытым пятном. В 7:05 совсем исчез. Двигалась звезда с юга на северо-восток. Подпись: Токарева, техник-метеоролог. Таким образом, достоверно известно, что в феврале над тем местом, где погибли 9 туристов из группы Игоря Дятлова, летал некий объект, светящийся и непонятный. Но относятся свидетельства очевидцев преимущественно к 17 февраля. Ребята же погибли, как посчитало следствие, да и все к этому склоняются, 2 февраля. А теперь мы переходим к самому интересному и разнообразному – гипотезам. Все, что до сих пор мы описывали – палатку, расположение тел, повреждения на них, радиация на одежде, летучие светящиеся шары в небе – это факты, которые нашли документальное подтверждение. Все остальное – это будут версии, основанные на этих данных. Итак, разные гипотезы по поводу гибели ребят высказывались еще на раннем этапе расследования, которое вела прокуратура. Поначалу следствие воспринимало эту таинственную трагедию просто как банальное убийство. Ну, для нас было загадкой, и тем более еще так называемые у нас ученые, доктора и кандидаты, дали нам заключение. Палатка была у меня потом в кабинет доставлена. Значит, что на разрезы снаружи. Раз снаружи разрезы, следовательно, была дана команда только Манси. Кто там может быть? Семейство Самбиндаловых, семейство Анямовых, шаман Куриков со своей, значит, со своими знакомыми и родственниками. Естественно, многие они прошли через камеру предварительного заключения. Решался даже вопрос, и находились горячие головы, что требовали применить физическое насилие, мотивируя тем, что вот в свое время, в 1937 году применяли, что кроме Манси никто не мог убить. Как я не доказывал высоким административным, так сказать, чинушам, или нет, мало ли что там следы ведут вниз. Ну, физического насилия, к счастью, нашлись тоже, которые поддержали. К Манси мы не применяли. И когда я осматривал палатку, уже производил тщательный осмотр в кабинете, в понятые попала швея. Вот что, понимаете, спасло, может быть, сказать, от этих, ну, от злоупотребления, от применения насилия к мансийскому населению. Швея, говорит, сказала, сделала замечание, что, Владимир Иванович, палатка-то ведь разрезы по тканям, я вот всю жизнь шью не снаружи, а изнутри. Как так изнутри? Значит, когда уже все было подготовлено, естественно, мы затребовали, по-моему, из Ленинграда, эксперты нам дали заключение, что разрезы изнутри. Все стало ясно. Вопрос стал в другом. Что тогда заставило их выбежать из палатки? Очень скоро появилась версия о шарах в небе. Не версия, а так, смутная догадка, подозрение. И только тогда, значит, когда я установил одного Манси свидетеля, по-моему, да, Самбиндалов, Анямов, значит, и один русский, где-то с поселка Полуночного, они дали показания, что был шар, влетело пламя, значит, это самое. Естественно, все это было запротоколировано, в делах вы не найдете. Я с этим делом знакомился с одним журналистом буквально перед тем, как выступить по всесоюзному радио, о делах туристов я это всесоюзному радио говорил, значит, вот. И после стало загадкой, значит, ну что, все-таки почему они выскочили? Все это наносило на гибель туристов оттенок таинственности и секретности. Разумеется, следователь о своих открытиях в расследовании регулярно отчитывался руководству, информацию держали на контроле в Москве. И на следствие постоянно давили. Не в том смысле, что «давай быстрее», а «туда нельзя, эту темочку не тронь».
Меня стали отстранять, склонять к тому, что следствие надо заканчивать, Москва требует, значит, и выносить постановление об том, что они погибли в результате стихии, в результате замерзания. Я был и в обкоме партии, присутствовал при разговоре Кириленко с Продановым. Кириленко прямо сказал, что там следователь, мы тут все знаем, значит, надо прекращать. Ну, меня, естественно, это взбесило, я на месте был, я допрашивал, установил свидетелей, в морге каждого, как говорится, перещупал и всю одежду осмотрел, и столько было назначено экспертиз. Значит, ну, команда была такой суровый, вплоть до того, что отстранить от должности и исключить из партии. Ну, к счастью, я не был из партии исключен, был молодым специалистом, поэтому меня с прокуратуры тогда не вытурили, так сказать. После Владимира Каратаева дело было передано Свердловскому прокурору-криминалисту Льву Иванову. Ему доставалось сверху точно так же. Было очевидно, что власть не желает, чтобы следствие слишком близко подбиралось к истине. И в итоге уголовное дело о гибели туристов на Северном Урале было прекращено, по поводу чего прокурор-криминалист Лев Иванов сочинил постановление. Полностью его цитировать не будем, так как длинное, но вот любопытные выдержки. Возвратившись 31 января в долину реки Ауспи и зная о трудных условиях рельефа высоты 1079, куда предполагалось восхождение, Дятлов, как руководитель группы, допустил грубую ошибку, выразившуюся в том, что группа начала восхождение 1 февраля только в 15:00. В последующем по лыжне туристов, сохранившейся к моменту поисков, удалось установить, что, продвигаясь к долине 4-го притока реки Лозьвы, туристы приняли на 500-600 метров левее и вместо перевала, образуемого вершинами 1079 и 880, вышли на восточный склон вершины 1079. Это была вторая ошибка Дятлова. Использовав светлое время дня на подъем к вершине 1079 в условиях сильного ветра, что является обычным в данной местности, и низкой температуры порядка 25-30 градусов, Дятлов оказался в невыгодных условиях ночевки и принял решение разбить палатку на склоне вершины 1079, с тем, чтобы утром следующего дня, не теряя высоты, пройти к горе Атартен, до которой по прямой оставалось около 10 километров. В одном из фотоаппаратов сохранился фотокадр, сделанный последним, на котором изображен момент раскопки снега для установки палатки. Учитывая, что этот кадр был снят с выдержкой 1/25 секунды при диафрагме 5,6, при чувствительности пленки 65 единиц ГОСТ, а также принимая во внимание плотность кадра, можно считать, что к установке палатки приступили около 5 часов вечера 1 февраля 1959 года. Аналогичный снимок сделан и другим аппаратом. После этого времени ни одной записи и ни одного фотоснимка не обнаружено. Далее идет описание того, что в контрольный срок туристы не вышли на связь, начались поиски и 26 февраля нашли палатку с разрезами. Это мы все подробно описывали в первой серии. Далее цитата. Ниже палатки на протяжении до 500 метров на снегу сохранились следы людей, идущих от палатки в долину и в лес. Следы хорошо сохранились, и их насчитывалось 8-9 пар. Осмотр следов показал, что некоторые из них почти босой ногой оставлены, например, в одном ХБ-носке. Другие имели типичное отображение валенка, ноги, обутой в мягкий носок и т.п. Дорожки следов располагались близко одна к другой, сходились и вновь расходились недалеко одна от другой. Ближе к границе леса следы исчезли, оказались занесенными снегом. Ни в палатке, ни вблизи нее не обнаружено следов борьбы или присутствия других людей. После этого идет описание, когда, кого и где из туристов обнаружили и какие у них были увечья, то есть то, о чем мы докладывали несколько выше. И цитата из концовки постановления. Учитывая отсутствие на трупах наружных телесных повреждений и признаков борьбы, наличие всех ценностей группы, а также принимая во внимание заключение судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти туристов, следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии. За недостатки в организации туристской работы и слабый контроль бюро Свердловского горкома КПСС наказало в партийном порядке директора Уральского политехнического института Сиунова, секретаря партбюро Заостровских, председателя правкома УПК Слободина, председателя городского союза добровольных спортивных обществ Курочкина и инспектора союза Уфимцева. Председатель правления спортклуба института ГРДО снят с работы. Учитывая, что между действиями перечисленных выше лиц, допустивших недостатки в постановке спортивной работы, и гибелью группы туристов нет причинной связи, и не усматривая в данном деле состава преступления, руководствуясь пунктом 5 статьи 4 УПК РСФСР, постановить уголовное дело о гибели группы туристов дальнейшим производством прекратить. Прокурор-криминалист, младший советник юстиции Иванов.
Акцентируемся на самом главном выводе прокурорского расследования. Причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии. Это ли не есть тайна? Известно, что в первом варианте этого постановления о прекращении дела был абзац и о радиации на одежде, и о летучих шарах в небе. На постановлении стояла дата 28 мая 1959 года, но подписи не было, и все листы были перечеркнуты крест-накрест синим карандашом. Продолжение через несколько десятков секунд. Таким образом, официальная версия фактически ничего не объяснила по поводу гибели ребят из УПИ. В те годы, кроме этой версии, другой-то и не было. Информацией обладали только люди, работавшие на месте трагедии, но все они давали подписку о неразглашении. А когда нет информации, всегда появляются домыслы и слухи. Ситуация в этом закрытом деле не менялась много лет. Постепенно боль притупилась, интерес остыл. Да это и понятно. Если за 30 лет ничего нового, что зря головой биться. Прогресс в этом деле произошел в конце 80-х, когда в Государственном архиве Навайнера молодая девушка обнаружила это самое уголовное дело. Утверждают, что оно буквально валялось на подоконнике. И это при том, что все эти годы его искали многие исследователи. Безуспешно. На текущий исторический момент копиями уголовного дела обладают все, кто интересуется тайной перевала. Кстати сказать, после гибели там группы Дятлова, безымянный перевал между высотами 1079 и 880 так и стали именовать перевалом Дятлова. Там, на месте гибели дятловцев, на одном из каменных останцов позже была установлена памятная плита. Ну а теперь мы приступаем как бы к разгадке тайны перевала Дятлова. Версии того, что же тогда в феврале 59-го все же случилось там. Итак, гипотез тьма, от банальных до сюрреалистических. Первой предлагаем версию, начисто лишенную мистики. Версия участника поисков дятловцев, человека, занимающегося этой темой более 30 лет, Моисея Абрамовича Аксельрода, получившего звание мастера спорта по туризму одним из первых на Урале. Дело в том, что в 1959 году совершенно определенно испытывалась какая-то новая модель оружия. Ракета, конечно, так. Там ее видели по-разному. Видели шар, который скользил по небу, из него какая-то звездочка выскакивала. То, что мы видели с женой в день весны УПИ 1959 года, это было некое пульсирующее кольцо, которое летело по небу, да. Так эта штука там была 2 февраля. Не эта штука была там 2 февраля, но 2 февраля эта штука там летала. Значит, моя жена в то время, студентка факультета журналистики, была на практике в Нижнем Тагиле. И мы оба прекрасно помним, как в Тагильском рабочем была информация о том, что кто-то на Высокогорском железном руднике утром вышел, может быть, по нужде там или как, и описал необычные явления природы. По небу летела эта самая штука. Цензора сняли. Это было 2 февраля. И эти два совпадения, момент гибели ребят и то, что эта штука там летала, она, в общем-то, позволяет говорить о связи этих двух событий. Но какая могла быть эта связь, или как она могла быть реализована? Говорить о том, что это была какая-то высокоточная ракета с лазерным наведением, как это есть сегодня, это смешно. А говорить о том, что в ту зону залетела какая-то ракета, и какая-то ее часть отделилась и упала в эту долину и вызвала легкое сотрясение почвы или тяжелое сотрясение почвы. Об этом говорить вполне можно, поскольку есть люди, которые утверждают, что обломки такой 3-й ступени они там видели. Это сотрясение вызвало наверняка сход то ли лавины, то ли можно назвать снежный оползень, если лавина уж очень громкое слово. Был снежный оползень, и этот снежный оползень прокатился по палатке. Теперь палатка. Значит, эта палатка была сшита нами в 1956 году из 2 обычных палаток. Ее длина была порядка 4 метров. И для того, чтобы установить ее на склоне, нужно было найти ровное место, что практически невозможно. Это был склон не крутой, но тем не менее, для того, чтобы лежать, надо же более-менее ровное место. Для этого они нашли площадку, на которую, ровную площадку длиной 1,2 метра. А палатка была 4 метра, она была сшита из 2 стандартных палаток. И для того, чтобы сделать горизонтальную площадку под вторую часть палатки,
под вторую часть палатки. Им пришлось подрубить склон, вырубить вот эти снежные комья, их выложить и на них поставить палатку. Ну, вот эта холодная ночевка, это вообще тяжело, ну, достаточно тяжелое испытание. Это всю ночь крутишься, как береста на огне, потому что та часть, которая к низу, это бок правый, левый, спина, живот, застыли, значит, моментально другое место подставляешь под этот холод. Поэтому, естественно, что кто-то спал на боку, кто-то на животе, кто-то прижимался к соседу как-то. Вот так, вероятно, это все было. И где-то под утро, и я это все время писал в показаниях, что-то случилось. Случилось что? Во-первых, либо свет, либо звук, либо то и другое вместе. Либо вот то самое сотрясение почвы, которое могла создать либо ракета, либо отделившаяся от нее какая-то часть. И на палатку съехала лавина или оползень снежный. Так вот, та часть ребят, которая спала в дальней части палатки, за уступом, который они сделали, когда выравнивали площадку себе под палатку. 5 человек. Это Дятлов, это Колмогорова, это Колеватов, это Дорошенко, это Кривонищенко, они не пострадали. А 4, которые были ближе к входу, они пострадали. Значит, вот по медицинским заключениям у Золотарева односторонний перелом ребер правой части, у Дубининой параллельные множественные переломы ребер, у Тибо Бриньоля вмятина в основании черепа 3 на 7 сантиметров, ну, я могу в размерах немножко ошибаться, так, и причем, похоже, несовместимой с жизнью сразу. И у Слободина трещина в черепе, где, не знаю, несколько сантиметров с раскрытием в 1/10 миллиметра. Вот эта лавина или оползень, они подкатились неожиданно, то есть взрыва не было. Если был бы взрыв, палатку бы снесло вместе с ними. А это было так, это зашуршало, придавило палатку, по ней проехало, давнуло тех, кто был не за защитой уступа, и прокатилось дальше. Те, кто спал у входа, это, судя по всему, был Золотарев, как самый старший и как самый опытный, был профессиональный инструктор по туризму. Он спал на боку, ему сломало ребра о лыжи, то есть придавило к лыжам так, что сломало ребро. Дубинина, которая, вероятно, была на животе, ей сломала, у ней образовался параллельный перелом. Что касается Тибо, у которого была вмятина на черепе, то, думаю, дело тут в чем, что он, ну вот, и человек был очень непритязательный, и этой непритязательностью он бравировал. И наверняка у него под головой было нечто неудобное, то ли, значит, фотоаппарат, то ли еще что-то вот такое. Его давнуло вот как раз на этот неудобье, так что вот образовалась вот эта вмятина. Ну, а дальше представляю так, что вот это случилось, стоны, крики, фонарик был, подаренный мною Игорю китайский. Фонарик был, но не пробраться, палатка стоит низко. Не исключено, что ее сорвало с лыжных палок, она вообще просела. Теперь эти лежат тут раненые, через них не пробраться к выходу. А их что-то нужно делать. И тогда кто-то дает команду, чисто так вот по... Думаю, что там было 2 мотора, был Дятлов и был Кривонищенко. Значит, кто-то дает команду: режь палатку. И тогда 3 взмахами ножа палатка разрезается изнутри. И совершенно очевидно, что те, кто немножко знакомы с этой практикой в горах, что мог быть второй сход. И нужно было бежать. Не потому, что у страха были глаза велики, а потому, что палатка стояла в таком месте, где был возможен второй сход, а может быть, даже он и был. Сейчас никто об этом, так сказать, ничего сказать не может. И они стали от палатки уходить. Но уходить как? 5 здоровых относительно, 4 пораженных. Я полагаю, что здоровые разобрали между собой раненых,
И прекрасно вижу сейчас на снегу отпечатки их следов, столбики следов. 5 и 3 или 4. Вот не могу сказать. Вот по одним показаниям 8 следов, по другим 9. Но думаю, что все же было 8, потому что Тибо, наверное, был уже мертв, потому что его вот эта мятина, она была уже несовместима с жизнью. Как они его несли, не представляю. Но думаю, что, может быть, надеялись как-то это донести, живых оставить или как угодно. И они уходили двумя шеренгами вниз, причем не бежали, а уходили. И идея была такая: дойти по своей ложне, вернуться к Лабазу, а это было буквально 15-20 минут. Они только-только поднялись немножко на перевал. Вернуться к Лабазу, а там уже дальше можно было и заниматься ранеными, и заниматься, ну, собой, и спасением и так далее. Ситуация была, в общем-то, управляемая, или, скажем так, планируемая в какой-то степени. И только тогда, когда они пробежали по этому лавинному выносу, 150 или 200 метров, а потом вышли на твердый наст и по нему добежали до леса или дошли до леса, там это было моментально, потому что это под уклоном, это прекрасная, так сказать, ну, беговая дорожка. Вот тут только стало понятно, что они в другом месте. И вот то, что их сдуло левее перевала, это как раз вот была та граница между жизнью и смертью. Значит, кедр стоял в самом конце вот этого языка безлесного. Они туда, вероятно, дошли всей командой. Там была выдуина. В эту выдуину часть людей стала ломать лапник, его выстилать с тем, чтобы поместить раненых. А трое наиболее здоровых, да, в общем, тут трудно говорить, о каких наиболее, так, они ушли искать палатку. Это было безнадежное дело, поскольку за те 2 недели, которые мы там были на поисках, если снизу от этого кедра палатку было видно 6-7 часов, то это очень хорошо. Постоянные ветра, постоянная пурга, постоянная поземка, ну, это какая-то естественная аэродинамическая труба. И ребята погибли. Кто на горе, кто в лесу. Действительно, гипотеза очень убедительно доказывает все повреждения. Эта версия выстрадана годами, и, по мнению Моисея Абрамовича, она все охватывает. Он сказал так: надо эту догадку донести до людей, как говорится, пока я жив. Версия, безусловно, хороша, материалистична, но есть в ней одна неувязка. На том месте, где стояла палатка, и на всем склоне обозримом, то есть выше, ниже, там, справа, слева, ни о какой лавине там речи идти в принципе не может. Это, ну, любой специалист это подтвердит, и в то же время там альпинисты, вот, ну, которые тогда были, они это там однозначно говорили, в деле это есть. У молодого туриста-сыщика Алексея Коськина версия гораздо более эффектная, впрочем, упирающаяся все в те же самые некие летучие светящиеся шары в небе. Значит, туристы поставили палатку на склоне, так? Значит, либо поужинали, либо готовились к ужину, либо готовились ко сну, вот, что-то, нечто такое, да? То есть они в палатке уже там разделись, то есть в палатках, ну, спят в легкой одежде достаточно, там, в трико, там, в футболках, в рубашках, в свитерах, то есть, ну, без телогреек, там, как они ходили, без тяжелых, без свитеров, вот. Значит, и в момент, когда вот это нечто случилось, 1 или 2 человека находились за палаткой. Вот. То есть они стояли на улице, вот, там, ну, там, покурить вышли, еще там, ну, то есть, вот так вот. Поэтому, значит, они были одеты, вот, а люди, находившиеся в палатке, были ну, как они вот уже готовились залезать в спальные мешки там и так далее. Здесь происходит нечто, вызывающее, ну, допустим, там, или это какой-то там ураган там внезапный, вот, или это, ну, то есть сильный порыв ветра, это может быть там взрывной волной просто. То есть так, вот. Значит, от этой волны эти люди, которые стояли около палатки, их бросает на камни с силой, действительно с большой силой, они получают повреждения. Вот. Описанные в деле, что там, ну, у одного буквально там был раздроблен череп, там, у других там многочисленные там переломы ребер и так далее, да. Вот. Значит, ну, естественно, что там они при этом кричат, там, может быть, там какие-то звуки там
там от волны, там, если был там взрыв, от взрыва звук, да, вот. Это их пугает, там, да, что-то там. И не исключено, что люди, находящиеся снаружи, видят нечто, что заставляет их, значит, там, всем там, ну как остальным там кричать, что быстро там, значит, покидаем палатку. Вот, ну, в таком духе. Так, вот, после этого они разрезают палатку, из нее выбираются, вот, там, кто в чем, там, кто успевает одеть, там, один валенок, кто-то в этом валенке, кто успевает там свитер одеть, тот в свитере. То есть, ну, это уже, там, так, скажем так, в панике. Вот. Они ее покидают, берут таких людей, которые, ну, вот, у которых эти тяжкие телесные повреждения, да, вот, и идут вниз от палатки. Вообще версия о военной угрозе, исходившей от светящихся шаров или от этого нечто, является, пожалуй, самой распространенной. А произошло там, на наш взгляд, на взгляд специалистов и тех людей, которые этим занимаются уже не один, значит, год, на наш взгляд, там просто произошло столкновение, значит, студентов в процессе испытания оружия, скорее всего оружия, поскольку на них была радиация, это здесь указано в уголовном деле, они могли получить повреждения. И наша версия такова, что они еще были живы, и об этом пишут криминалисты, они были живы долго, некоторые 8 часов были живы, вот, что они столкнулись с охраной из дивизии Дзержинского, которые, ликвидировали последствия, убирали секретный объект, зачищали территорию, вот так. И, возможно, они вот и пострадали. Версия о воинах дивизии Дзержинского, поработавших на месте трагедии и заметавших следы, она мрачновата. Так умело убить 9 человек, разложить их тела так, чтобы это вырисовывалось в некую убедительную картину, плюс к этому совершенно не оставить после себя следов. Хотя эта версия объясняет один самый жуткий момент – отсутствие языка у одного из погибших. Одно дело, водами ручья может вымыть глазные яблоки, но не язык. Я в это дело, во-первых, не верю, потому что это уже такая трактовка, это все что угодно. Прошло несколько месяцев, и там и хищники, и животные были. Но при этом стоит учитывать, что тела лежали на глубине 4 метров под снегом. Юрий Концевич утверждает, что имеет достоверное подтверждение того, что на месте туристской трагедии были представители госбезопасности. Это вступает в противоречие с объективными данными. Однако что такое КГБ в 1959 году? Более мощного организма в стране не существовало. КГБ мог все. И это тоже надо учитывать. У участника поисков погибших туристов, у человека, близко знавших почти всех дятловцев, у академика Петра Бартоломея, версия попроще. Без примеси романтического флера, ЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ. Кстати говоря, Петр Иванович получил звание мастера спорта по туризму одним из первых на Урале, одновременно с Моисеем Аксельродом. Мне ближе и более понятна версия с испытанием какого-то оружия, потому что в это время многие группы, по крайней мере несколько групп, видели какой-то след на небе, точно совпадает по календарному времени, напоминало диск Луны, только более быстро двигающийся. И если представить, что этот какой-то предмет находился в области расположения этой группы и производил какое-то или акустическое, или какое-то механическое воздействие, то он мог привести к паническому ужасу и к тем событиям, которые привели к дальнейшей трагедии. Да, я считаю, что они испугались чего-то, что трудно себе даже представить, потому что нужно, видимо, только быть там или наблюдать. Это неописуемо и непредставляемо, что могло так их испугать, что они даже разрезали палатку и выскочили из нее и бежали на 1300 метров вниз, забыв, как говорится, одежду и обувь. А о том, какие еще версии породила северная трагедия, мы расскажем после небольшого перерыва. Существует в деле о гибели 9 студентов на Северном Урале и версия об НЛО. В общепринятом смысле, то есть
о проявлениях инопланетной цивилизации. Но мы не приводим эту версию в развернутом виде, поскольку эта гипотеза слишком фантастична. И в принципе на НЛО, читай на пришельцев, можно переложить ответственность за что угодно. Хотя по определению светящиеся шары над перевалом Дятлова являются именно неопознанными и летающими объектами. Говорить о том, что дятловцев напугал НЛО, конечно можно, но это уже такая тайна, перед которой меркнет гибель 9 человек. НЛО – это вопрос особый и тема особая, и достойная другого фильма и ни одного. Поэтому темочку внеземного агрессивного разума оставим. Кроме того, были версии про то, что шары явились результатами испытаний нового химического, бактериологического, нейтронного оружия и так далее, а также испытаниями ракеты. Отдельные очевидцы утверждают, по крайней мере нам это известно от 2 источников, что недалеко от места гибели туристов были обнаружены куски металла. Эксперты их оценили как фрагменты 3-й ступени ракеты. На всякий случай напомню, февраль 59-го. Искусственный спутник только 1,5 года назад улетел, а Гагарин быстрее самолета в то время ничего еще не видел. Хотя испытания, возможно, даже неудачные. Это все хлопнулось и напугало туристов так, что они, кто в чем были, полураздетые босиком, выскочили из палатки и по абсолютной темноте помчались в лес. Ребята все учились в УПИ на инженеров, люди технически грамотные. Испугались ли бы они ракеты, пусть даже падающие, это вопрос. Или еще такая версия. Ее высказал один из участников поисковой группы Токарев. Цитата. «Думаю, они погибли от удушья, а не замерзли. Дело в том, что снег у лица Колмогоровой был окровавлен. Кровь шла, видимо, носом или горлом. Далее. Костер ребятам разжечь не удалось. Береста и веточки лишь обуглились. Думаю, от недостатка кислорода. Выходит, 3 погибли на пути к палатке, 2 у неразгоревшегося костра, а 4 выкопали яму, наломали веточек с елочек, выстлали дно ямы и спустились в нее. Через какое-то время послали одного узнать, что с костром. Он пришел к костру и обнаружил товарищей мертвыми. Чтобы согреть оставшихся, взял их одежду и пошел обратно. Но и одежда товарищей эту 4 уже не спасла. И еще одна версия. То, что напугало студентов, в конце концов разразилось вспышкой, такой мощной, что ребята ослепли. Это объясняет, почему тела 4 обнаруженных последними лежали не на веточках, а рядом с настилом. И то, что ребята шли к палатке порознь. Или то, что одну и ту же кедровую веточку по нескольку раз срезали. Тоже гипотеза. И тоже имеет право на сосуществование. Попробуем кое-что резюмировать. Ясно одно, что 9 туристов погибли из-за того, что им по какой-то причине пришлось спешно выскочить из палатки и выйти на 30-градусный мороз. Самой убедительной кажется все-таки версия о том, что ребята замерзли, а Дубинина, Золотарев и Тибо Бриньоль погибли от переломов, что констатировал и судмедэксперт Возрожденный. В принципе, если напрячь воображение, то можно представить, какой была ударная волна, что Людмила Дубинина сломала ребра по обеим сторонам. Версия Моисея Аксельрода о лавине учла характер переломов, но остальные утверждают, что не может быть там лавин. Но даже и эта версия упирается в то, что все-таки что-то пролетело над перевалом 1 февраля и даже упало. Убедительных доказательств того, что именно вечером 1 февраля 1959 года пролетел шар, нет. Но местные охотники Манси в то время уверяли, что эти шары тут летают регулярно, как троллейбусы. Таким образом, если предположить, что этот шар все-таки был и явился первопричиной гибели туристов, то что это был за шар? Вот это и есть главный вопрос. Наиболее плотно на ниве исследований этой области поработал Алексей Коськин. Он, опираясь на немногочисленные и противоречивые описания шаров, скомпилировал данные, зацепился за мельчайшие детали, перечитал массу литературы о подобных явлениях и пришел к выводу, что больше всего описанные шары похожи на натриевое облако, выпущенное натриевой ракетой. На том, пожалуй, и остановимся. Не то чтобы эта версия наиболее убедительная, а просто перечислять гипотезы можно еще очень долго. Тем более, что народ, занимающийся этой темой, все как один с высшим техническим образованием, так что с фантазией проблем нет. Проблема всех этих версий и гипотез в том, что зиждятся они на крайне скудном фактическом материале. У всех есть только копия кастрированного уголовного дела, несколько страниц изъято, да и на показаниях очевидцев, которым сейчас уже за 60. Как вы видели, та небогатая информация, что стала доступна обществу, ничего конкретного не породила. Кое-какая непонятность прошла, но тайна осталась. Окончательной точки нет, и без дополнительных данных ее быть не может. Наряду с обычным уголовным делом, которое удалось обнаружить в простом архиве, я уверен на 100%, что проводились некие другие расследования, там либо в КГБ, либо, может быть, в милиции на других уровнях. Вот. Значит, и вот эти-то дела, значит, я думаю, что как раз там
и содержатся весьма существенные данные об этом случае, о причине их гибели, о природе вот этих самых небесных явлений, о которых все дружно говорят, в том числе и спасатели, которые в то время там наблюдались и так далее. Дело сейчас находится у Туйкова, у прокурора Свердловской области. Вот у меня письмо, в котором оповещается о том, что дело взято более года назад. И мы вправе спросить господина главного прокурора области, значит, что же там произошло? И готово ли государство взять на себя ответственность за гибель наших студентов? Свердловская областная прокуратура забрала дело из архива, так что не исключено, что расследование будет возобновлено. Иначе на кой брать материалы? Чтобы спрятать опять от народа? Вряд ли. Тем паче его прочитали все, кто хотел. Что же касается истины, то конкретно автору этих строк ни одна из версий не показалась стопроцентной, в каждой имеются провалы. Но в раскрытии правды заинтересовано множество людей. И потому информация по крупицам собирается и копится. Идут так называемые журналистские, любительские расследования. Для выхода на принципиально новый уровень следствия необходимо вскрыть тайну высшего порядка, замыкающуюся, возможно, на Министерство обороны. Но в конце концов 9 ребят-студентов из УПИ – это же не Джон Фицджеральд Кеннеди, а секретности и гипотетичности не меньше. Если где-то сидят концы этой тайны, думается, что уже, наверное, пора рассекретить их. 38 лет прошло. И даже если на перевале были испытания новейшего по тем временам оружия, то, наверное, сегодня все это поймут. 59-й год. Ядерный или ракетный щит Родины и так далее и тому подобное. И, вероятно, жертвами этой машины стали 9 молодых, сильных и веселых людей. Ничто не предвещало катастрофы. И в единочасье ребята были вынуждены броситься навстречу судьбе и героически бороться за жизнь. До последнего момента держались и боролись за жизнь и заслуживают, в общем-то, всяческих похвал и поощрений и увековечения их памяти. У нас есть проект оформления этого, значит, на кладбище, оформления мемориального комплекса, который включает в себя спас на крови безвременно ушедших. Пример дятловцев, проявивших истинное мужество, является до сих пор ярчайшим образцом для молодых скаутов. Даже если тайна до конца не будет разгадана, то легенда о мужественных дятловцах будет жить всегда. Напоследок, припасенная легенда настолько мрачная, что все вышеизложенное можно выкинуть и прятаться. Итак, ребята погибли под горой с высотой 1079, а называется эта вершина у Манси Холат-Сяхл. Холат по-мансийски «мертвецы». То есть получается гора мертвецов. По легенде, на этой горе давным-давно погибло 9 мансий. Иногда добавляют, что это случилось во время всемирного потопа. Вот такая история, ни больше, ни меньше, а ровно 9 мансий. Легенда эта описана в книге «Вершины каменного пояса». Господин Матвеев, как крупнейший специалист по названиям, знает толк и в наименованиях гор, и в том, что за ними скрывается. А ребята из группы Игоря Дятлова уже 38 лет покоятся на Михайловском кладбище. Памятник на их могиле видно с дороги. От перекрестка Блюхера-Гагарина, если пройти по Гагарина метров 100 вниз до места загиба Гагарина, то в заборе можно обнаружить дыру. Она и ведет к могилам дятловцев. Какие-то мерзкие типчики почему-то регулярно обдирают фотографии с памятника. Чего им не живется? Вероятно, они не знали той трагической истории, которую мы рассказываем уже 2 вечера. Вот она подходит к завершению. Светлая память о погибших туристах жива. Их гибель – это как квинтэссенция противостояния живого человека и монстра, именуемого милитаризмом. Каждый год на могиле дятловцев молодежь принимают скауты. Каждый год 2 февраля здесь происходят встречи памяти. Приходят все желающие, кто хотел бы что-то рассказать или что-то послушать. А молоденькие девочки сочиняют о тех событиях песни. Как нас убивала тайная рука, и как отпевала югою тайга, как нас убивала тайная рука, и как отпевала югою тайга.
Thank